Приветствую всех на моем канале вязания. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный узор спицами. Так он выглядит. Узор напоминает жгуты. Это его лицевая сторона, изнаночная сторона. Вязала я из полухлопка. Здесь примерно в 100 граммах 210 метров. И вязала спицами 3 миллиметра. Узор хорошо держит форму. Вот посмотрите, я тяну его в ширину. Он практически нерастяжимый. Ну, то есть небольшая растяжимость есть в ширину. И в высоту также хорошо держит форму. Тоже достаточно стабильно. Узор универсального назначения. Он подойдет как для летних, так и для зимних изделий. И для палантинов, и для джемперов, кофточек, маечек и так далее. Раппорт узора составляет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Вот так этот узор выглядит поближе. Вот эти элементы. Итак, давайте начнем вязать ажурный узор. Для образца я наберу 14 петель. 12 петель идет на основной узор, на 3 раппорта узора и 2 кромочные. Набираю обычным способом. Вы набираете петли любимым вашим способом. Я наберу обычным. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петель. Достаем одну спицу. Подготовительных рядов никаких вязать не нужно. Начинаем вязать наш узор сразу с первого ряда. Кромочную первую петлю я провяжу лицевой, зафиксируем наш край. И все петли, весь первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. За переднюю стенку вяжем лицевые петли до конца ряда. Это наш первый ряд. И кромочная идет изнаночная. Второй ряд узора. Кромочную петлю мы снимаем, вяжем 4 петли изнаночной. 1, 2, 3, 4. Накид. Снова 4 изнаночные петли за передние стенки, за правые стенки я вяжу 1, 2, 3, 4 изнаночные, накид. И последний раппорт 1, 2, 3, 4, накид и кромочная изнаночный. Второй ряд провязан. Вяжем третий ряд. Кромочную петлю мы снимаем, делаем накид, заводим спицу за нить, придерживаем, скидываем накид предыдущего ряда с левой спицы, скинули, снимаем следующую петлю за вот эту стенку, то есть переснимаем на правую спицу, и у нас она за счет скинутого накида вытягивается. Далее мы вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, и скинутую петлю, вот она, то есть первая из 4, мы левой спицей накидываем на 3 следующие. Все, раппорт провязан первый. Далее второй раппорт. Накид. Накид предыдущего ряда мы скинули, следующую петлю сняли. За счет скинутого накида предыдущего ряда эта петля у нас вытягивается. Можно вот эту петлю немножко придержать. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И вот эту скинутую петлю мы надеваем на следующие 3 лицевые левой спицей. Готово. И последний третий раппорт. Накид,
накид предыдущего ряда скинули, пересняли следующую лицевую, за счет скинутого накида она вытянулась, придерживаем, 3 лицевые, 2, 3, и скинутую петлю, вот она, мы ее надеваем на следующие 3 провязанные лицевые, кромочная. И последний 4-й ряд, все петли изнаночные. Самые легкие у нас ряды это 1-й и 4-й. Узор легкий, требует, конечно, небольшой внимательности, но на самом деле вяжется он очень быстро. На камеру, конечно, я показываю медленно, поэтому кажется немножко так замысловато. Вяжется этот узор, поверьте мне, очень-очень быстро и легко. Давайте закрепим наши знания. Кромочную снимаем, весь ряд лицевой, весь первый ряд раппорта, лицевые петли. Кромочная, изнаночная. Далее второй ряд узора кромочную мы снимаем, 4 изнаночных, 2, 3, 4, накид, 4 изнаночные, 4, накид. То есть я показываю сейчас быстрее. 1, 2, 3, 4. Вот в этом месте не забывайте накид. Третий ряд, самый замысловатый. Кромочную снимаем, накид, накид предыдущего ряда скинули, сняли следующую петлю, 3 лицевых, надели переснятую петлю, вот эту длинную удлиненную, на следующие 3 лицевых, накид, скинули, сняли петлю, 3 лицевые, перенадели вот эту снятую петлю на следующие 3 лицевые, готово. Накид, скинули накид, вытянули петлю, 3 лицевые, скинутую петлю надели на 3 лицевые, кромочная, и последний ряд изнаночные петли. Весь ряд изнаночный. Изнаночные петли. Весь ряд изнаночными петлями. Мы с вами провязали 3 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Вот такой красивый образец получился. Из пушистой пряжи тоже смотрится красиво. Когда вы постираете свое изделие, эта пряжа еще больше распушится, она заполнит вот эти вот какие-то отверстия, и узор ляжет очень красиво и ровненько. Еще раз покажу большой образец, большой и маленький. Красиво смотрится этот узор как в гладкой пряже, так и в пушистой пряже. Если это видео вам понравилось, было доступным и понятным, не забудьте поддержать этот ролик пальчиком вверх. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. И до встречи в новых видео. Пока!